Всем привет, друзья! С вами, как всегда, я, Юлия Баталова, и у нас снова пожары, друзья. Вышла на улицу, на балкон, и знаете, вот запах, как вот при бане. Вот бывала же раньше такая черная баня, не знаю, у вас было, нет, у нас в деревне была. И когда ее именно вот топят, вот такой запах выходит. И везде вот этот вот запах, понимаете? Домой не заходит, потому что окна закрываем, кондиционеры включаем. Ну, короче, пожар был вот за этим домом, и нам не видно. Мне, точнее, не видно. Но, знаете, вот скидывали очень много видеороликов. Вот даже вот этот вот туман, вот этот, как бы, это даже не облака, это вот от пожара, в общем. Вот, пожар был на стороне Ташуджу. Давайте я вам зайду, расскажу. Мне очень приятно там стоять. Пожар был со стороны, когда вот в Ташуджу едешь. У меня вот муж снимал там. Видно было, как не доезжая до Ташуджу. И еще дополнительно между Ташуджу и Селивке, недалеко даже от Селивке, в этот раз был пожар. С окон вот девочки снимали, скидывали мне видео. Было очень страшно. Вчера был вторник, это получается вот вторник разгорелось все, потому что был очень сильный ветер. Знаете, сейчас погода такая вот. Прогноз погоды смотришь, вчера, вроде было вчера только вот 40 градусов, сегодня уже на уменьшение должно было быть. Сегодня просыпаешься, опять показывает сегодня 40 градусов, завтра на уменьшение. И так вот 3 дня подряд. Погода борется, на тепло не отходит, да, вот жара не сходит. Не может вот эта вот холодная погода прийти, поэтому ветер туда-сюда гуляет. Очень сильный ветер, очень сильно душно, жара, да, и вот чуть-чуть уже осталось, скоро уже идет такое похолодание, прям вот мы надеемся, что суббота-воскресенье будет прохладно, и мы пойдем, дай бог, на море. Те, кто на канале впервые, хочу сказать, что мы проживаем в Селивке, а то вот смотрят, да, где пожар, и не понимают, что это за регион. Это провинция Мерсина. Это когда вот только уезжаешь из Алании, из Газипаши в сторону Мерсина, да, вот это Айденджик, вот эти районы, потом Ташуджу и Селивке. Селивке это и есть Ташуджу, а Такент, то есть все это входит в Селивке. После там идет вот этот вот Эрдемли, дальше, то есть это начало Мерсина. Это еще вот, ну, можно сказать, эта часть Мерсина. Мы проживаем здесь, работаем здесь. У меня муж работает на станции Акую. Снова, наверное, пойдут вот эти вот видеоролики. Станция горит, русские там горят или что-нибудь такое. Вот, ну, был ролик один, я наткнулась на него в тот раз еще, до того, как поехать в Россию. Я вам показывала, рассказывала, да. Там просто придумали такой жестокий ролик. Все пожары вместе соединили и сказали, что это на Акую, что тут очень много русских типа приехало, и здесь, короче, кипиш творится, очень много жертв. Типа вот такой вот ролик кто-то сочинил, я недавно смотрела. 80 тысяч просмотров у этого ролика, да, вот представляете, сколько людей ввели заблуждение. Вот нету сейчас, слава богу, я, конечно, еще пока не полазила, не посмотрела. Сейчас еще посмотрю, что сегодня у нас творится. Сегодня среда уже, да. Сюда мы переехали, вот, кстати, у меня муж работает, не договорила, в Акую, это станция, да. А я работаю удаленно, занимаюсь ютубом и также занимаюсь атами. Ссылки по поводу моей работы удаленной я всегда оставляю под роликом, можете переходить. Предыдущий ролик тоже смотрите по поводу России, как я там ездила с бабушкой, виделась. Было, конечно, классно, очень сильно. Знаете, попозже еще поделюсь ощущениями вот этими, вот как я себя чувствую сейчас после приезда из России, да. Напоминаю, кто на канале впервые, мы татары, да, была я в Татарстане. Мы проживали раньше в этом регионе, сейчас вот мы переехали в Турцию. 3 года мы уже живем в Турции. Вот в августе 16-го как раз 3 года будет. Мы в 22-м 16 августа переехали. Хотя мы уже в 21 году планировали переезжать. Вот. Причина нашего переезда была, самое главное, это для оздоровления. Вот, да, у нас такая семейка. Мы топим за здоровье. И у нас дети были и аллергичные, и много-много, в общем, проблем было, которые ушли с переездом сюда. Вот.
По поводу пожаров еще хочу сказать. Здесь, знаете как, вот, например, вчера он разгорелся, а в ночь такая вот техника тушит, которая наземная, а вот которые вот эти вот самолеты, вертолеты, они вчера просто вот, ну, допоздна летали, уже когда темно, они не тушат, они не могут, потому что они не видят. И поэтому, ну, если пожар в ночь, то это очень плохо, он очень сильно разгорается. И вот мне скидывали кадры, там было просто жесть. И это недалеко от нас. Это вот даже позади меня с горы снимали вот этот кадр. И это близко получается, все видно к Селивке. И поэтому у нас сейчас такой запах стоит. То есть это было рядом, получается. Сейчас я еще посмотрю, может быть, какие-то кадры найду, вставлю вам, расскажу, что сейчас в данный момент происходит здесь у нас. Ну что, посмотрела, проштудировала все вот эти вот телеграм-каналы. Говорят, вроде как потушили. Ну, с утра вот с мужем сейчас переговорила, с утра, говорит, ехала еще, говорит, был пожар. Часиков в 10 еще вертолеты летали, сейчас вот 11 чем-то. А вроде как потушили, слава богу, потому что страшное зрелище. Там, конечно, видеоролики есть личные людей, я не буду их, да, вставлять. Там подписано ТикТок и все остальное. Потому что, ну, это некрасиво, во-первых. Во-вторых, может канал полностью заблокировать из-за этого. Поэтому покажу так. Ну, слава богу, погода, вот сейчас вот посмотрела еще раз, погода все на похолодание, там уже 31 показывает. Это уже радует, вот честно. Я думаю, наверное, уже, ну, сейчас август, больше уже такой жары не будет. Это вот в основном, когда вот такая вот жара, 36, да, вот 40. И вот именно почему-то здесь вот такой момент есть. И зимой также, и осенью, и весной также. Если температура резко на увеличение или на уменьшение, выходит сильный ветер. Это не такой ветер, к которому мы привыкли. У меня, кстати, на канале есть шортс. Я вот про ветреную погоду снимала. Это ветер очень сильный. У меня вот с балкона просто улетали вот эти вот стулья пластиковые. Как-то у кого-то, где она стояла, я не знаю, улетела варочная панель. Она вся в дребезги была. У кого-то типа микроволновки тоже падала сверху, представляете? Вот опасно даже под окнами ходить, то есть в такой ветер, это очень страшно. Хорошо, что не на машину кому-то, да. Сколько уже у меня тазиков улетало, я там оставлю, белье повешу, оставлю, забуду, и у меня эти тазики улетали. В общем, вот такая вот история, друзья. Хотела с вами поделиться, рассказать. В общем, надеюсь, что это уже последний пожар в нашем регионе и вообще во всей Турции, потому что я знаю, что во всей Турции тоже очень много сейчас пожаров бушует. Сижу, уже вторую чашку кофе пью. Сегодня очень поздно встали. С такими вот, как их назвать? У нас называют их сушки, малютки, не карандильки, как они... В общем, баранки маленькие, да, или как? В общем, я из России привезла, прям обожаю. Вот прям вот мне очень... Даже я думала, что это детям будет. Но кушаю, если честно, их я. Вот, с утра арбузом накормила, вот специально детям вот так вот прям очищаю от косточек. Если арбуз с косточками, они даже не притрагиваются к нему. Вот поэтому я уже такую вторую тарелку сделала, первую тарелку они съели. В общем, у нас еще только доброе утро начинается, время 11:30. Сегодня спали очень долго. Я всегда за раннее просыпание, да, то есть доброе раннее утро. В 6, в 7, край 8, а тут сегодня сама прям спала. А знаете, на днях, где на днях? Вот я приехала, да, в воскресенье. Нет, я в понедельник. Нет, в воскресенье я прилетела, получается, под утро, ну, вот отоспалась. И вот в таком состоянии пошла вечером с младшим пинать футбол. Здесь вот во дворе, получается, в Сите. А было очень много комаров, и постоянно приходилось двигаться. И смотрю, мяч пинает, мяч летит в меня, я ногой пытаюсь, он от меня далеко пролетает, его поймать ногой пытаюсь, да, и то ли неправильно поставила ногу, то ли что, в общем, у меня в коленке что-то я или потянула, или что-то произошло, короче. С тех пор я на следующий день уже даже поехала. Подождите, я приехала
пятницу, в субботу, это было в субботу, да, я уже забыла. В общем, в воскресенье я поехала с утра, после субботнего вот этого вечернего случая, в больницу, в скорую, потому что боль была очень сильная. Я, получается, вот одной ногой прям стояла на земле, правой вот ногой, а левой хотела пнуть, но мяч был очень далеко, представляете, да? И в коленке что-то щелкнуло, ощущение было, что кость вышла с места и обратно зашла. Вот такое ощущение было у меня лично. И это было очень больно, комары. И я вот в таком состоянии быстрее-быстрее, убегая от комаров, забежала домой. Очень было больно, честно. Завязала я сразу же, нет, сначала я приложила лед к ноге, потом завязала повязкой этой, у меня есть она специальной, да, сейчас тоже я ее завязываю, без нее вообще ходить, ну, тяжело, с ней легче. И периодически вот это вот состояние, она даже и больно при этом, чуть-чуть, не сильно, да, уже, но ощущение, что я неправильно наступаю, и кость выходит с места обратно, вот как-то неправильно наступаю, вот это ощущение, оно все еще остается. Я, короче, съездила в воскресенье в Аджил, это скорая, да, где вот по скорой приезжают люди, я сама поехала на такси туда, вот, потому что мне сказали, это, говорит, коленка, с этим шутить нельзя, иди, езжай, и я поехала, но там никакого УЗИ, никакого КТ, там вот этого всего нету на скорой, только сразу рентген. Вот, мне сделали рентген, посмотрели, и говорит он, кость у тебя, говорит, цела, в общем, смещений никаких нет, все нормально, вот выписал мне крем, и говорит, ну, пройдет, короче, вот так вот он мне сказал, ничего, говорит, серьезного нету. И я такая думаю, блин, а если это мягкие ткани, может быть, мне еще девочка говорит, возможно, это мениск. А вторая говорит, возможно, ты потянула связки. Муж тоже уверен, что я потянула связки. У меня никогда в жизни такого не было, поэтому я не знаю. И, в общем, я решила пока переждать, тем более я сейчас с детьми, они у меня в садик не ходят, да, кто на канале впервые. У меня 3 детей, старший 11 класс здесь в русской школе учится. Он сейчас пока у бабушки, я вот недавно летала, мы вместе были. Он остался, решил не прилетать обратно еще пока что. Прилетает 20 какого-то числа. У них учеба начинается там только в сентябре, поэтому и закупается. Там он, получается, вот эти вот 11 класс, последние вот эти вот учебники, все, короче, покупает там. Поэтому попозже приезжает, еще и параллельно он успевает работать там. Короче, молодец. Вот. А младшие у меня двойняшки, 6 лет им, и в этом году они идут в турецкую школу. Кстати, сейчас об этом тоже расскажу. Турецкая школа начинается где-то с 1 сентября, если это 1 класс. Вообще обычно с 20 сентября в Турции учеба начинается. Но с 1 сентября нам сказали прийти. Там надо будет, ну, все разузнать. Вот. В общем, почему именно турецкая школа? Потому что им 6 лет. В русскую школу берут с 7 лет. А турецкую школу 1 класс берут с 6 лет. И мы решили, чтобы они знали турецкий язык, все-таки мы хотим, чтобы они изучили турецкий язык, мы их отдаем на год пока что в турецкую школу. Если им там нравится, мы даже вот не против, чтобы они как бы этот язык, на этом языке учились, образование получали. Вот. В общем, они пока дома. Сейчас мы их с садика забрали 1 месяц. В августе мы решили, что пусть они оба посидят дома. И поэтому я сейчас даже куда-то пойти в больницу провериться, ну, просто как бы нет возможности. Возможно, у меня вот старший сын придет, я схожу. Я думаю, наверное, все-таки проверю мягкие ткани, либо УЗИ, либо на КТ, надо будет записаться. Единственное, в государственной клинике там очередь, надо ждать около месяца. Это бесплатно для нас, да, у кого есть ВНЖ. Можно сходить платно, куда-то вот здесь вот есть такие как бы больницы. Ну, я подумаю, еще узнаю, сколько это стоит. Вот, но, конечно, хотелось бы все-таки на бесплатное сходить. Вот. В общем, то, что у меня сейчас вот так вот нога болит, я по дому особо и ходить не могу. Поэтому мы сегодня целый день спали.
Прям вот я уж просыпалась, у меня просто один спит, второй просыпается, уходит, потом обратно ложится, опять засыпает. И я думаю, так, если я не буду сегодня вставать рано, потому что всегда все зависит от меня. Если я встаю, все, они встают. Я лежу, они со мной лежат. И вот они с двух сторон меня обняли, и мы так лежали, наверное, до 10 примерно. Пока встали, зубы почистили, и вот только завтрак заканчивается. Уже, наверное, обед на подходе, да, по времени. В общем, ситуация такая. С ногой, конечно, не очень хорошо получилось, но уже как бы наступать, ходить я могу. Просто стараюсь не тревожить. Вот это случилось в субботу, воскресенье, понедельник, вторник, среда, сегодня четверг, 5-й день. Я чувствую все равно облегчение, потому что я слежу за тем, чтобы я ее особо не тревожила. Но ночью иногда бывает, встанешь, боль от того, что ты неправильно наступила, куда-то поспешила, забыла то, что у тебя нога больная. Либо еще у меня боль при сгибании, когда вот коленка сгибаешь, да, вовнутрь, а иногда мы ночью спим как, и сгибаем ноги тоже, это тоже боль возникает, вот, поэтому, может быть, кто-то с такой болью встречался, может быть, только что-то наподобие было, напишите, что это может быть. Что хочу сказать еще? Хотела рассказать по поводу учебы. Пока я была в России, значит, у меня с детьми на неделе был муж, он на неделю брал отпуск. И он ходил в школу. Как я и говорила, да, мы сейчас очень ищем сильно квартиру в центре, чтобы отдать детей в хорошую школу. И рядом с нами здесь вот школа не очень хорошая. Но пока что квартиры нормально мы не нашли, придется нам детей отдавать в эту школу. И вот они сходили и в эту школу, и в центральную школу, и все разузнали, молодцы. У меня муж вообще прям молодец, он с ними хорошо справляется. Легко даже, бы я сказала, он не показывает, что он нервничает, психует, там, я не знаю. В общем, он у меня сдержанный, и поэтому он молодец. Вообще, я прям очень рада. У меня даже дети по секрету сказали, что мама, нам было хорошо без тебя. Папа нам все разрешал. У нас, как обычно, папа приходит с работы, ну что, дети сидели в телефоне или в компьютере? Я говорю, нет. Ну, редко-редко, ну, конечно, вот сейчас тоже сидят, мультики смотрят. Ну, мне же тоже надо отдохнуть как-то, даже вот если видео записать, нужно, чтобы не орали под ухом. И, в общем, я приезжаю, он всегда говорил, проверял, там, не сидели за компьютером, телефон давай, нельзя, давай там вот это все. Я приезжаю, папа говорит, нам все разрешал. Я говорю, да, даже скачал 2 игры на компьютер. Я, например, была в шоке, такого не было. Но как только стоило отцу остаться дома одному с 2 детьми, так все уже можно стало. Вот, поэтому они сходили в школу. Здесь вот, например, сказали, что 1 сентября приходите, да, все как бы узнаем, все их берут. А там сказали, как только вы прописку поменяете на сюда близко, то мы вас в тот же день заберем к себе. То есть здесь как? Здесь, если школа рядом вот находится, вот близлежащие районы, то берут в эту школу. Если вы живете в другом районе, где есть тоже еще одна школа, то вы относитесь к той школе. Вас в другую школу не возьмут. Там есть 3 причины, по которым могут взять. Если учатся братья в этой школе у ребенка, если родитель работает рядом с этой школой, тоже причина, чтобы взять. Либо вы живете рядом с этой школой. Вот 3 причины. Вот, ни одна причина не соответствует, поэтому нам приходится искать. А еще они такие интересные, говорят, так вы детей, говорят, пропишите где-нибудь кому-нибудь, если у вас есть близкие там. И они, говорят, пойдут. Ну, видать, они сами так делают. Ну, а нам-то нельзя, мы-то ебанджи, мы-то иностранцы, и дети должны быть прописаны там, где родители. То есть у нас по закону так. В общем, вот такая ситуация. Наверное, будем идти в эту школу. И самое главное, что меня очень сильно обрадовало, школа будет у 1 класса после обеда, 2-я смена, в часу. Почему? Потому что я в садик их еле собирала к 8:30. К 8:30. И когда здесь вот в русский садик детей отдают,
соседи там еще другие ну, рассказывают, делятся, в 6:30 они выводят детей в садик. Я просто в шоке над этим, потому что я, например, их, ну, не могу, вот они вдвоем начинают там реветь, орать, это просто жесть. Поэтому то, что первый класс все-таки во вторую смену, да, это очень для меня большой плюс. У меня, получается, старший вот во вторую смену и младший во вторую смену. Я думаю, это просто здорово. У меня будет полдня свободного времени для себя, как-то спокойно это провести, это время. То есть вот такие вот дела поделилась с вами. Еще хочу поделиться с вами немножко своими ощущениями, да, вот после того, как я съездила в Россию. Скучаю очень сильно по близким, скучаю по тому, что там можно спокойно идти по торговым центрам гулять. То есть то, что там есть родители, да, можно детей оставить, и все вот это вот. Скучаю по погоде вот этой не жаркой, прохладной, хорошей. Да, скучаю, но когда я туда через 3 года вернулась, да, вот, я себя ощущала не в своей тарелке. А знаете почему? Потому что это с непривычки, 100%. Да, как я и говорила, привычки нами рулят. Не то, что даже рулит, тело нами так манипулирует, да. Что-то лень, мы этого не делаем. Что-то непривычно, мы от этого отказываемся, боимся этого. И вот это вот оно проявилось и во мне тоже. Вот, сюда приехала, и как в своей тарелке, все обыденно, да, все привычно и спокойно. Считай, к тем, кому привыкла рядом, там муж, дети, да, и все. И уже вот это вот чувство потери чего-то, чувство нехватки чего-то нету. А там это чувство очень сильно было, то есть вот эта привязанность к детям, привязанность к мужу, привязанность к вот своей квартире, даже элементарно. Вот сюда я приехала, все, у меня все рядом, все, что я поставила, все так вот по полочкам, все мое. А там ты не знаешь, какая подушка тебе удобная, кровать, там простыни тебе уже не... У меня даже вот есть такое, то, что я не могу на любой простыни спать. Мне нужна обязательно хлопковая такая вот, чтобы без катышек, потому что я не усну. То есть много-много вот таких вот факторов, понимаете, наверное. И это же ведь наше, по сути, тело, да, нами командует. Вот. В общем, это все мелочи, но вот такие ощущения присутствуют. Вот. Хотела вам рассказать, еще буду рассказывать много раз. Сегодня такая болталочка получилась, да, по поводу пожара. Хотела поделиться по поводу вот ноги, хотела рассказать вам. И буду, наверное, прощаться. Много наболтала. Пишите свои комментарии, пишите, что хотите. С удовольствием буду читать. Всем спасибо за просмотр. Всех люблю, всех целую. Всем мирного неба над головой. Всем комфорта, счастья, больше денег. Всем пока!